Поздним дождливым вечером в Сиэтле одинокий отец по имени Майкл возвращался с работы и заметил на автобусной остановке фигуру, которая резко выбивалась из общей спешки города. Под проливным дождем сидела юная девушка в темных очках с белой тростью. Ее звали Сара, она была слепой и явно ждала кого-то слишком долго. Майкл не смог проехать мимо. Он остановился, укрыл девушку зонтом и узнал, что родственник, с которым она жила, так и не приехал за ней, а телефон давно разрядился. Оставлять ее одну в таком состоянии казалось неправильным, поэтому Майкл отвез ее домой. Здание оказалось старым и мрачным, а в окнах не горел свет. Это ощущение тревоги не покидало его и позже. На следующий день он снова увидел Сару на той же остановке, в тех же условиях. Тогда Майкл понял, что дело не в случайности. Он начал выяснять, что происходит, и узнал от соседей, что опекуны девушки пренебрегают ею, используя социальные выплаты в своих интересах. Сара жила в бедности, почти не получала заботы и постоянно находилась под давлением и страхом. Майкл сам воспитывал дочь Эмму и не мог закрыть глаза на происходящее. Он стал регулярно помогать Саре, привозил еду, следил за ее состоянием и постепенно заслужил доверие. Со временем девушка раскрылась и рассказала о своей любви к книгам и мечте писать, находя в историях способ видеть мир. Майкл обратился в социальные службы и, несмотря на долгий и сложный процесс, добился вмешательства государства. Когда Сару забрали из прежнего дома, он решился на шаг, который изменил их жизни. Подал документы на приемную опеку. После проверок и ожидания Сара переехала к Майклу и Эмме. В новой семье она впервые почувствовала безопасность и поддержку. Учеба пошла в гору, она поступила в специализированную школу, начала участвовать в литературных конкурсах и добиваться успехов. Спустя несколько лет Сара окончила школу с отличием и поступила в университет, продолжая работать над своим первым романом. Эта история началась с дождливого вечера и одного остановившегося автомобиля. Для Майкла это был простой поступок сострадания, а для Сары – шанс на новую жизнь и настоящую семью. Иногда достаточно просто не пройти мимо, чтобы изменить чью-то судьбу навсегда.